Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Сегодня я вам хочу показать и рассказать, каким образом можно выполнить вот такой вот очень интересный и красивый узор спицами. На данный момент я выполняю с него, вяжу кофточку. То есть вот таким вот образом он выглядит именно в полотне. Очень красиво, интересно смотрится. Вяжу я именно эту кофточку из нашей отечественной пряжи. Сейчас вам покажу ее. Это у нас Lana Classic Троицкой фабрики. Пряжа 25 мериносовая шерсть, 75 акрил, 100 грамм, 300 метров. То есть пряжа средней толщины. Использую вязание спицы номер 3,5. Но в то же самое время хочу сказать, что узор очень универсальный. Его можно выполнять как и с полушерсти, так и с хлопка с акрилом, так и из акрила, то есть что вам понравится. Итак, что теперь касается самого узора. Работать я буду вот по этой схеме. Данная схема вам будет предоставлена в конце этого видео. Значит, на схеме быстренько сейчас ее разберем. Указаны у нас только лицевые ряды, нечетные. То есть вот здесь вот мы смотрим 1, 3, 5, 7 и так далее. В раппорте одного узора у нас получается 27 рядов, ну и соответственно 28 это изнаночный ряд. И в длину у нас раппорт узора состоит из 16 петель. Как я уже сказала, четные изнаночные ряды на схеме не показаны, и это означает, что они должны будут вязаться по рисунку. В принципе, узор этот, не могу сказать, что он очень сложный, но нужно понять смысл выполнения его. Итак, для начала я решила набрать количество петель именно полное, которое здесь указано, так как вначале я хотела один раппорт узора вам показать, но все-таки это слишком маленький участок работы и не совсем будет понятен именно и виден сам узор. Поэтому вот я буду вязать именно полный вот этот вот участок, который здесь у нас показан. Здесь всего получается 35 петель, из которых непосредственно 2 раппорта узора. Напоминаю, что один раппорт узора у нас 16 петель, то есть 2 раппорта, плюс 1 петля пойдет для симметрии и 2 кромочные петли. Поэтому я набрала на спицу номер 3,5 35 петель. Итак, вот я набрала на спице 35 петель, и мы начинаем вязать первый ряд узора. Я снимаю первую, это кромочная у меня петля. Далее по рисунку я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким вот образом. 1 накид, 5 лицевых петель. Лицевых петель. И далее по рисунку, вот этот участок у нас, я должна провязать 1 накид, и следующие 3 петли я должна провязать 3 вместе лицевой. То есть я вот делаю 1 накид, и следующие 3 петли, вот они, я провязываю следующим образом. То есть я провязываю лицевой, прихватываю первую и третью петельку, вот так вот, провязываю вместе лицевой этих 2 петли, после чего я вот эту вот вторую петельку накидываю вот на эту провязанную петельку. То есть вот таким вот образом у меня получается, что как бы вот эта вторая петля центральная, она будет посерединке. Вот она у меня. Далее я делаю 1 накид, 5 лицевых петель. Вот. И опять же накид, 3 следующие петельки я провязываю вместе лицевой. То есть вот первую, третью петлю провязываю вместе, после чего вот эту вот вторую петельку я как бы протягиваю через нее эту петлю. То есть вот так вот все выглядит. 1 накид, 5 лицевых петель. Вот. 1 накид, 3 вместе провязываем лицевой, вот так, 1 накид, 5
лицевых, 4, 5. Вот они, 5 лицевых. И вот мы дошли до конца узора. То есть в конце ряда я должна сделать 1 накид и 2 вместе провязать лицевой с наклоном влево. 1 накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Вот таким вот образом. И кромочная, изнаночная. То есть вот мы с вами провязали первый ряд узора. И следующий я далее провязываю изнаночный ряд, все петли изнаночные. То есть, как я уже и сказала, что каждый четный изнаночный ряд будет вязаться по рисунку. Чуть дальше у нас пойдет в треугольничках рисовая вязка. То есть вот эти вот участки, то есть там будет немножечко по-другому вязаться изнаночный ряд, то есть по рисунку опять же. Но во втором ряду я провязываю все петли изнаночными, включая и накиды предыдущего ряда. Итак, вот я провязала второй ряд, все петельки изнаночные, и далее мы с вами вяжем следующий, получается третий ряд узора. Я снимаю первую кромочную петлю, далее у меня идет 1 лицевая петля, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли. Следующие 2 петельки мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 1 лицевая и кромочная, изнаночная. То есть вот мы с вами провязали, это получается третий ряд узора, и далее вяжем следующий, четвертый ряд по рисунку. То есть тут у нас получается, если посмотреть, что также необходимо провязать все петли изнаночные до конца ряда, включая накиды предыдущего ряда. Итак, вот я провязала четвертый ряд, все петельки изнаночные. Далее мы будем вязать следующий, пятый ряд. Если мы посмотрим на схеме, то есть вот начинаются вот эти вот участки, 1 и 2 участок, это начинаем мы вывязывать рисовую вязку вот в этих вот треугольничках. Я снимаю первую кромочную петлю, далее у меня по рисунку идут 2 лицевые петли, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, вот таким вот образом, накид, 1 лицевая, и теперь я должна провязать 1 изнаночную петлю, потому что это у нас пошла рисовая вязка. То есть на схеме изнаночные петли у нас прорисованы вот таким вот квадратиком с черточкой внутри. То есть это изнаночная петля. То есть черные вот эти вот все квадратики, это просто будут у нас лицевые петли. Далее следующая, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, накид. И дальше вот мы подошли вот к этому участку, то есть здесь провязываем просто все петли лицевые вот в этом треугольничке. То есть вот после накида я провязываю 3 лицевые петли, вот, 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид, и здесь вот у нас пойдет рисовая вязка тоже, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые и кромочная, изнаночная. То есть вот мы с вами провязали, получается, это 5-й ряд узора, и далее следующий вяжем ряд 6-й четный по рисунку. То есть каким образом у нас будет. Не забываем, что вот у нас 2 участка. Это вот эта вот петелька, которую в предыдущем ряду провязывали изнаночная, то есть в этом ряду она вот по рисунку будет провязываться лицевой. То есть первую кромочную снимаем, далее мы провязываем 2, 4, 6, 8 петелек, это изнаночные все будут петли, лицевая 1. Далее опять же провязываем все изнаночные петельки до следующей вот этой вот лицевой. Ее также будем провязывать лицевой, то есть вяжем по рисунку. И далее до конца ряда я также провязываю все петли изнаночными. Так вот я провязала, получается, 6-й ряд за кадром. Таким вот образом у меня все это выглядит. И далее мы вяжем 7-й ряд. То есть вот он у нас на схеме. То есть здесь, если мы посмотрим, также по 3 вместе лицевой будут провязываться вот эти вот участки. И рисовая вязка будет продолжать вязаться в вот этих вот треугольничках. То есть я снимаю первую кромочную петлю, далее 3 лицевые петли, 1 накид, и следующие 3 петельки я должна провязать 3 вместе лицевой. Провязываем по принципу, как я вам показывала и в первом ряду. То есть я захватываю первую петлю, захватываю вот 3-ю петельку вот таким вот образом, провязываю вместе их лицевой, и потом вот эту вот 2-ю петельку я накидываю вот на вот эту провязанную петлю. Вот, то есть в первом ряду не особо это было видно, но здесь уже видно, что вот таким вот образом происходит провязывание. То есть центральная 2-я петля, она идет вот как бы по центру. 1 накид, и далее вяжем рисовую вязку. То есть 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. То есть вот 1 накид, и дальше опять же провязываем 3 вместе лицевой по принципу, как я до этого вам показывала. Вот 1 накид, дальше у меня 5 лицевых петель, 1 накид, 3 вместе провязываю лицевой, 1 накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Вот мы вяжем вот этот вот участок рисовой вязкой. 1 накид, и следующие 3 петли провязываю 2 вместе лицевой и центральную вот эту накидываю вот таким вот образом. 1 накид, до конца ряда 3 лицевые петли и кромочная, изнаночная. То есть вот мы с вами провязали, получается, 7-й ряд. Следующий изнаночный ряд вяжем по рисунку, по принципу, как я вам до этого говорила. То есть там, где у нас по рисунку идут вот лицевые петли, вот 1, 2, и здесь 3, 4. То есть вот эти лицевые петли мы провязываем по рисунку лицевыми. Все остальные петли, включая накиды, мы провязываем изнаночными. Итак, вот провязан у нас уже 8-й ряд. Уже виден немножко вот этот вот рисовый узор. И далее мы вяжем следующий 9-й ряд. Я снимаю первую кромочную петлю, 3 лицевые петли, 2 следующие петельки провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, вот, накид, и вяжем рисовую вязку. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая,
1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. То есть вот так вот все выглядит. 1 накид, 2 следующие петли вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид и рисовая вязка пошла. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Вот 1 накид, и следующие 2 петельки мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. До конца ряда у нас остается 3 лицевые петли и кромочная, изнаночная. То есть вот мы с вами провязали 9 ряд. Далее вяжем следующий 10 ряд по рисунку. Еще раз объясню в этом ряду дальше. Думаю, что вы уже поймете, как вязать. То есть вот мы провязываем точно так же все петли изнаночные до участка, где идет рисовая вязка. Вот 3 петельки мы провязываем, получается, лицевыми. Дальше идут изнаночные петли. И также смотрим по рисунку. То есть вот у нас участки 1, 2, 3. То есть вот эти 3 петельки мы также провязываем лицевыми. И до конца ряда провязываем изнаночные петли. Итак, я провязала за кадром 10 ряд. Вот так вот все выглядит. И далее мы вяжем 11 ряд. Вот он у нас на рисунке. Я снимаю первую кромочную петлю. 2 следующие провязываем лицевые петельки, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид и рисовая вязка идет. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 1 лицевая. То есть вот таким вот образом. 1 накид, следующие 2 петельки провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, следующие 2 петельки провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид и пошла рисовая вязка. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Вот так. 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли и кромочная, изнаночная. То есть вот мы с вами провязали 11 ряд, и следующий ряд вяжем по рисунку. Так вот я провязала 12 ряд за кадром. Уже у нас более-менее виден рисунок. Можно уже хотя бы немножко ориентироваться, как что необходимо вязать. И далее мы с вами вяжем 13 ряд узора. Снимаю первую кромочную петлю, 1 лицевая, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид. И далее идет рисовая вязка у нас. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот, провязали рисовую вязку. 1 накид, 2 следующие петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 следующие провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид и вяжем рисовую вязку. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот 1 накид
И следующие 2 петельки мы провязываем вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая и кромочная изнаночная. То есть при вязании вы можете просто ориентироваться, что вам вот этот вот участок, например, нужно провязать рисовой вязкой. То есть вы ориентируетесь вот от участка вот здесь вот накиды и вот здесь вот накиды. То есть вот эту всю серединку вы должны провязать рисовой вязкой. То есть если не хотите считать именно петли, то есть в принципе вот ориентир достаточно удобный. То есть между вот этими накидами нужно это все сделать. И далее следующий я буду вязать уже получается 14 ряд за кадром по рисунку. Итак, вот у нас провязан получается 14 ряд. Таким вот образом все выглядит. Далее мы вяжем следующий 15 ряд, и это можно сказать, что уже половина раппорта у нас будет провязана узором. Я снимаю первую кромочную петлю, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот. 1 накид и рисовая вязка идет. 1 лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть вот заполнили вот этот вот уже участок рисовой вязкой. И следующие 3 петли нам необходимо провязать 3 вместе лицевой по принципу, как я вам объясняла. То есть я делаю 1 накид, провязываю первую и третью петлю лицевой, и далее вот эту вторую петельку накидываем сверху. Вот 1 накид, и опять же пошла рисовая вязка. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть вот заполнили внутренний вот этот вот треугольничек, после чего делаю накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная изнаночная. Так вот мы с вами довязали 15 ряд узора, это половина раппорта, и следующий 16 ряд вяжем по рисунку. И так далее мы с вами вяжем следующий 17 ряд узора. То есть вот так вот все выглядит у меня. Я снимаю первую кромочную петлю, 1 лицевая петля, 1 накид, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее идет рисовая вязка. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот. Следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 1 лицевая петля, 1 накид, 2 следующие провязываем вместе лицевой с наклоном влево, и рисовая вязка идет. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так вот. Следующие 2 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Так вот, 1 накид, 1 лицевая и кромочная изнаночная. Вот мы с вами провязали 17 ряд. И далее вяжем следующий 18 ряд по рисунку. Итак, вот я провязала 18 ряд. Таким вот образом выглядит узор. Далее мы вяжем следующий. Это получается 19 ряд узора. Я снимаю первую кромочную петлю, 2 лицевые петли, 1 накид. Следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Рисовая вязка. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 3 лицевые петли, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, и лицевая вязка пошла, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот. Следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые и кромочная, изнаночная. То есть, как мы видим, уже в принципе рисунок хорошо виден, что сейчас на данный момент у нас идет вот этот ромбик на уменьшение. То есть если вот здесь вот за счет накидов мы увеличивали его, то сейчас он у нас идет на уменьшение. То есть в принципе все уже так видно хорошо, и вы тоже должны уметь также ориентироваться по рисунку. Вам будет так намного проще просто работать. Итак, следующий мы, получается, 20 уже ряд вяжем по рисунку. Так вот я провязала 20 ряд. Вяжем следующий 21 ряд. Снимаю первую кромочную петлю, далее 3 лицевые петли, 1 накид, 2 следующие петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево, и лицевая вязка идет 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть вот мы дошли опять до следующих дырочек, 2 петли остаются, которые мы провязываем, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 делаем накид, и далее следующие 5 петель провязываем лицевыми, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, и лицевая вязка идет 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 3 лицевые до конца ряда у нас остаются, и кромочная, изнаночная. Вот мы с вами провязали, получается, это уже 21 ряд. Следующий 22 ряд вяжем по рисунку. Итак, вот я провязала, получается, 22 ряд, и осталось нам уже совсем практически немножко, чтобы закончить раппорт узора. Далее мы вяжем с вами 23 ряд. Я снимаю первую кромочную петлю, 4 лицевые петли, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая вязка, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть лицевой вязки у нас уже получается немножко, здесь практически мы вяжем. Следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот, 1 накид, и следующий, получается, вот 7 петель мы провязываем все петли лицевыми. Вот, 1 накид, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, и 4 петельки до конца ряда мы провязываем лицевыми, кромочная, изнаночная. Итак, вот мы с вами провязали 23 ряд, следующий 24 ряд вяжем по рисунку. Так вот я провязала 24 ряд, далее мы с вами вяжем следующий, получается 25 ряд. Я снимаю первую кромочную петлю, далее у меня идут 2 лицевые петли, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо,
1 накид, 1 лицевая, 1 накид, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, вот, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. До конца ряда у нас получается 2 лицевые петли и кромочная, изнаночная. Итак, вот мы с вами провязали, получается, 25 ряд, следующий 26 ряд вяжем по рисунку. Итак, вот я провязала уже 26 ряд, и у нас получается, что осталось буквально 2 ряда провязать, чтобы закончить один раппорт узора. Я снимаю первую кромочную петлю, 1 лицевая петля, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 3 лицевые петли, 1 накид, 2 следующие петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 3 лицевые петли, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 3 лицевые петли, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 3 лицевые петли, 1 накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. И вот у нас осталась 1 петелька, мы ее провязываем лицевой и кромочная, изнаночная. Так вот мы с вами провязали 27 ряд, следующий вяжем 28 ряд по рисунку. Итак, вот мы с вами провязали, получается, полные 28 рядов, и это ровно один раппорт узора. Далее мы продолжаем вязать, начиная с первого ряда, то есть вот с участка, который я вам показывала, то есть вот с первого ряда дальше продолжаем вязать. После того, как я провязала полотно, то есть если вы обратите внимание, вот здесь оно все-таки не такое ровное, это полотно, на участке провязанном полотно более такое вот ровненькое, красивое, я обычно очень аккуратно отпариваю его с изнаночной стороны. Но опять же, отпаривать нужно, соблюдая температурный режим, потому что если вы возьмете очень горячую утюг, то вы просто можете расплющить, испортить полотно. Поэтому я просто обычно чуть слегонца обдаю паром. И тогда узор становится такой вот более ровненький. Ну и, конечно же, потом не забываем, что после выполнения работы изделие необходимо постирать, чтобы оно приняло свой окончательный внешний вид. То есть вот в результате работы у вас может получиться вот такой вот узор. Очень надеюсь, что он вам понравился, что данный видео МК был для вас интересным и полезным, и что у вас все получится. Итак, до новых встреч!